выводам и исказить результаты исследований. И поэтому, если вам зайдет такой формат, то мы продолжим общаться вот именно в таком формате и, соответственно, будем проводить подобные стримы. Ну, прежде всего, давайте поговорим о настройках прибора в ангиологии. Вообще, нужно понимать для себя, что ультразвуковой прибор, что называется, из коробки, вот его достали, подключили. И это не оптимум для сосудов. Это не означает, что это, какой бы это ни был экспертный прибор, какой бы это ни был крутой прибор, это автоматически не означает, что он оптимальный для исследования сосудов. Одна и та же артерия может иметь разные пресеты, и, соответственно, пациенты могут совершенно разными диагнозами быть. Скорость, спектр, бляшка, толщина интимомедия – все это напрямую зависит от настроек прибора. Настройка – это часть метода. Это не нужно воспринимать как опции для продвинутых. Под каждого конкретного пациента, даже под каждый сосуд, мы с вами будем менять настройки прибора. И сейчас как раз я об этом расскажу. Ну, откуда берутся ошибки? 3 основные источника ошибок. Первое. Непосредственно это человек. Это сам специалист, врач ультразвуковой диагностики. В частности, критическое значение имеют такие параметры, как угол, доплеровский угол, выборка, то есть сэмпл или контрольный объем, и выборный протокол исследования. Сама методика. Нужно понимать, что такое PRF, частота повторения импульсов или шкала на вашем приборе. Обязательно работать с усилением, которое не только в 2D режим, но и в доплеровском режиме, общее усиление гейн. Обязательно мы работаем с такой настройкой, как фильтр стенки. И, соответственно, конечно же, это выбор оптимальных окон, оптимальных доступов для исследования того или иного сегмента сосуда. Следующее, откуда могут взяться ошибки, это само оборудование. Датчик, который вы используете, может быть линейный низкочастотный датчик, может быть линейный высокочастотный датчик. И, соответственно, конечно, мы всегда говорим, нужно иметь набор датчиков. Допустим, линейный датчик должен быть и низкочастотный, и высокочастотный, потому что пациенты у нас попадаются с разной антропометрией. Кто-то может быть худой, очень пациент, да. И также могут попадаться пациенты с ожирением. И получается, что вот какого-то универсального датчика линейного, ну, на сегодняшний момент, несмотря на то, что мы продвинулись в производстве оборудований, да, технологиях, но невозможно создать универсальный датчик, который бы перекрывал все потребности в ультразвуковой ангиологии, будь то исследование сонных артерий, либо артерий или вен нижних конечностей. Бывает, что очень такая толстая конечность, и стандартный линейный датчик просто не может, что называется, достучаться до исследуемых сегментов артериальных или венозных. И это говорит не о том, что прибор какой-то слабый и так далее. То есть это уже идет ограничение на уровне физики ультразвука. Мы с вами понимаем физику, что среднечастотные, высокочастотные датчики ультразвук может затухать при распространении на большую глубину. И, соответственно, мы не получим нужную диагностическую информацию. Также большое значение имеют пресеты. То есть, вот, когда мы с вами выбираем то или иное исследование, допустим, там артерии нижних конечностей, да, выбрали, и прибор автоматически загрузил пресеты заводские. Это так называемые отправные точки. Но и мы имеем возможность также настроить пресеты под себя. Допустим, мы можем сделать преднастройки, пресеты артерии нижних конечностей ожирения. И у нас автоматически предварительно созданный пресет будет, вот эти отправные точки уже преднастроены и так далее. Ну и нужно понимать и помнить о том, что любой прибор любого производителя – это для нас черный ящик.
Какие алгоритмы закладывает производитель в именно этот прибор, мы не знаем. И бывает ситуация, когда у одного и того же пациента на одних и тех же сегментах артерий, допустим, мы измеряем скорость, ну, возьмем, допустим, проксимальный сегмент внутренней сонной артерии, неважно с какой стороны. Мы смотрим на одном приборе, на одном производителе у нас одни скорости, с теми же самыми углами, размером контрольного объема. Все то же самое, идентичное абсолютно настройки. Смотрим на этого же пациента с аналогичными настройками, абсолютно идентичные на другом приборе, и мы получаем совершенно другие скорости. Поэтому мы говорим всегда, прибор – это черный ящик. И у меня всегда некоторый ступор вызывает, когда говорят, скажите нормы скорости для артерий. Ну, как вы понимаете, мы в ультразвуковой ангиологии вот прямо четко, если даже смотрим пациента, не видим какой-то патологии, то есть она не обнаруживается во время исследования, и, допустим, вы получаете высокие скорости, да, повышенные скорости. Что в этом случае делать? Как интерпретировать? Ну хорошо, он выходит за пределы контрольного диапазона, что называется, нормальных значений. Но это не значит, что нужно под это какую-то патологию, да, подводить. То есть я вот чуть позже скажу, в чем подводные камни измерения скоростей. И поэтому мы не ориентируемся только на скорости. Скорости имеют вторичный совершенно, это уже вторичная информация. Если мы с вами обнаружили патологию, мы с вами видим, однозначно имеются какие-то локальные нарушения, допустим, стеноз в той или иной артерии. И вот нам нужно получить скорость, но мало того, мы получаем скорость, мы же еще с вами рассчитываем отношения скоростей, индексы, и это тоже очень важно понимать, да, и, значит, мы в сонных артериях с вами знаем, существуют определенные индексы отношения, да, пиковых систолических скоростей, общая сонная артерия, дистальный сегмент, внутренняя сонная артерия в стенотической зоне. Есть также индекс Святой Марии, есть соотношение скоростей, по которым мы определяем тяжесть стеноза. То есть мы понимаем, да, окей, вот на нашем приборе скорость может быть завышена, допустим, или занижена плюс-минус 35% относительно, допустим, другого совершенно производителя прибора. Вот вы, допустим, работаете на Philips'е, вы знаете, что у меня тут скорость отличается от прибора, если я буду смотреть на General Electric. Поэтому в ангиологии очень осторожно подходит к интерпретации абсолютных скоростей. Мы всегда с вами подстраховываемся индексами. Да, допустим, есть вариабельность измерения скоростей среди разных производителей. Помним о том, что это черный ящик, но у нас есть более жесткие критерии, которые нам дополнительно подтвердит и поможет установить тяжесть тех или иных гемодинамических сдвигов. Это отношение скоростей. Поэтому на абсолютные скорости мы никогда не смотрим. И когда вот спрашивают, скажите, какая норма? Я всегда так, а вы знаете, любая норма может быть. Потому что действительно, если мы посмотрим литературу, монографии, статьи и так далее, вот сколько исследователей, столько и будет вот этих контрольных диапазонов, что называется, нормативных параметров. И поэтому не нужно всегда опираться только и стараться в отчет внести там любой ценой пиковую систолическую, конечную диастолическую скорость. И особенно на скорости, только на основании одной только скорости делать выводы. Это так не работает. Значит, ну, прежде всего, давайте возьмем те факторы, которые имеют очень значимое такое влияние на получаемую диагностическую информацию. Я вам расскажу сейчас на примере сонных артерий. Значит, большое значение имеет размер PW выборки или сэмпла, или еще называют контрольный объем, да, исторически. Это как раз самая такая главная техническая ловушка. Это самое простое правило, которое мало кто знает, и более того,
на котором мало кто делает акцент. На конференциях, если мы возьмем, допустим, вот европейские, американские конференции, там прямо отдельный блок выделяют, когда происходит, значит, докладчики, да, выступают. И там вот есть целые блоки, посвящены именно особенностям настройки прибора, вот этим базовым вещам. Но у нас, к сожалению, да, вот если мы будем смотреть те, так скажем, образовательные, та образовательная активность, которая присутствует в странах СНГ, там этим вопросам не уделяют никакого значения, но это очень важно. Итак, было показано в исследованиях, что контрольный объем менее 1,5 мм приводит к завышению пиковой столической скорости, а теперь, внимание, цифра, до плюс 75%. Представляете, насколько это, огромная цифра, насколько она влияет на, собственно, диагностику, на качество диагностики. И поэтому, конечно же, об этом нужно знать. Следующее, это в исследовании было показано, что контрольный объем или sample, мы говорим, да, в PW-доплере, от 1,5 до 2,5 мм, вот в этом диапазоне ошибка стремится к нулю. Как раз вот в 2021 году Амброджио в своей статье с авторами опубликовали результаты. Значит, использовался 51 датчик от 4 разных производителей. И они пришли к выводу, что необходимо при получении спектрограммы держать размер контрольного объема в диапазоне от 1,5 до 2,5 мм. Оптимально 2 мм. Это ширина контрольного объема для сонных артерий. Ну и для других, в принципе, тоже это правило очень хорошо работает и подходит. То есть держите не слишком широкий, не слишком узкий контрольный объем, оптимально 2 мм, но не более 2,5 и не менее 1,5. Следующее – это межоператорская вариабельность. В исследовании было показано и получены цифры, что называется цифра, которая отрезвляет. Один и тот же пациент, вот то, что я вам уже говорил, один и тот же пациент и 3 опытных врача. То есть это стаж работы сонографистов от 13 до 23 лет. То есть это не начинающие специалисты, это именно специалисты, которые уже на протяжении огромного времени проводят дуплексные исследования и имеют достаточный опыт за плечами. И вот было показано, что измерение пиковой систолической скорости вот между операторами у одного и того же пациента на одних и тех же приборах от минус 25 до плюс 35% от среднего значения. Поэтому, допустим, если у пациента пороговое значение во внутренней сонной артерии составит 230 см в секунду, то один и тот же пациент может быть отнесен разными специалистами как стеноз менее 70% и более 70%. То есть возможен вариант даже гиподиагностики из-за вот такой вот большой межоператорской вариабельности. Помните о том, что измерения вашего коллеги на треть примерно могут отличаться от вашего измерения. И поэтому, когда к вам приходит пациент на какое-то контрольное исследование, и вам же необходимо сравнивать цифры, нужно всегда к этому подходить максимально критично. Следующее – это угол. Ошибка угла доплеровского. Здесь математика, вы знаете, беспощадна. Допустим, вы думаете, что угол 60 градусов на самом деле. Если реальный угол потока 55 градусов, а вы как бы установили 60, да, то плюс 15%, 50 градусов, плюс 29 и так далее. Видите, насколько может отличаться цифра. А если это эксцентричный поток, стеноз и струя, допустим, эксцентричная к стенке сосуда направлена, а вы выставили угол 60 градусов, наивно полагаю, что вот так рассказывали, так делают мои коллеги, ну и я так сделаю, и можно завысить аж на 53%, если будет несоответствие направления струи стенотической относительно того угла, который вы выставили.
Поэтому нужно помнить о том, что расхождение всего 5 градусов приведет к сдвигу пиковой систолической скорости на 15-20%. То есть это довольно-таки значимо, особенно если необходимо принять какое-то клиническое решение у пациента и провести его маршрутизацию. И вот, соответственно, да, стеноз. Показана эндотрахеотомия, не показана. Всего лишь допустили ошибку в угле в доплеровском и не провели его коррекцию, потому что вот где-то здесь сидит в голове, что угол должен быть 60 градусов, да, ни больше, ни меньше. Вот мне так говорили на конференции, это я где-то читал и так далее. Но нужно понимать о том, что вот это правило, угол 60 градусов, оно действует в прямом сегменте сосуда. Если поток строго параллелен стенке сосуда, то есть в интактном сегменте, так оно и есть, 60 градусов. Но вот если есть извитость какая-то, да, небольшая, там S-образная или C-образная деформация, или, допустим, вот то, что я говорил, стенотический поток эксцентрично направлен, то здесь уже вот это правило работать не будет. А чаще всего, что же чаще всего портит измерения, которые вы проводите? Ну, в частности, вот в 2005 году были также опубликованы результаты. Была опубликована статья, по результатам которой вот наиболее частые ошибки, которые вот приводят к неправильным измерениям и выводам. Но прежде всего это положение выборки, то есть положение сэмпла, положение контрольного объема. Его могут располагать ближе к стенке, не в центре струи, не в центре, да, вот этого потока. Это уже приведет к искажению. Следующее – это неверно выбранный гейн. Если чрезмерно вот в спектральном доплере у вас избыточный гейн, то огибающая, она как бы поднимается. Вот когда вы трассировку спектра нажимаете, там при избыточном гейне будет шум дополнительный, и вот эта огибающая, которая, да, вот отрисовывает спектрограмму, чтобы показать нам пиковую систолическую, конечную диастолическую среднюю скорость, индексы рассчитать и так далее, то эта огибающая как бы поднимается, это завышает пиковую систолическую скорость. Ну и, конечно же, это выравнивание угла. Это в том случае, если курсор не параллелен потоку. То есть вот вы выставили, меня научили, я прочитал, я услышал, что угол должен быть 60 градусов. А поток не у вас совершенно другая история, допустим, деформация и так далее. И поток, он не прямой, да, он под углом идет. А у вас 60 стоит, поэтому здесь вот это приведет к критическим ошибкам. Заметьте, это не прибор уже, не методика, это чисто операторские ошибки. То есть это чисто врачебные ошибки настройки ультразвукового прибора. Значит, следующее, что вот то, о чем я говорил, курсор угла, как выставлять по стенке или потоку, или параллельно стенке, или параллельно потоку. Это довольно старый спор, он идет на протяжении многих лет. Более того, даже до сих пор мнения экспертов расходятся. Но я скажу вот два основных исследования. Почему вот шел спор, да, и до сих пор он бывает присутствует. Это дело в том, что по данным 1998 года опубликованной информации было показано, что, допустим, угол мы выставляем параллельно стенке сосуда, что параллельно потоку, разница этих подходов менее 6%. То есть можно выравнивать по стенке угол. Но исследования Поллока с авторами в 2019 году показали другой совершенно подход. Они показали, что выравнивание по потоку лучше коррелирует со степенью стеноза. И поэтому на сегодняшний день большинство экспертов дает очень простой способ, как выравнивать. Когда угол выставляем параллельно стенке сосуда, а когда мы его параллельно потоку выставляем. Если геометрия сосуда простая, то есть прямой сегмент мы с вами видим, да, сосуда, нет никаких деформаций, извитостей и так далее, то тогда угол доплеровский мы выставляем параллельно сосудистой стенке. А вот в эксцентричной струе, несмотря на то, что может быть прямой сегмент, если струя в цвете, вы видите, она эксцентрично направлена к задней или к передней стенке сосуда,
вот тогда нужно выравнивать угол параллельно вот этой эксцентрической струе. Это очень важный момент. Ну и как, так скажем, вишенка на тортик вот этого, да, существует так называемый принцип 4 из 200. Почему статистика говорит, это не важно? Вот статистика, она говорит, ну, в принципе, не важно. 6% плюс-минус, да, ну, вроде как мало, поэтому вот эти исследования 98 года показали, ну, вот разница методов, что параллельно потоку, что параллельно стенке, как бы не важно, но 6%, да, статистически, что называется, как говорят, это не имеет большого значения. Но если мы с вами, допустим, возьмем 200 случаев, каких-то 200 пациентов, из них 184 пациента совпадут полностью. Вот если вы выставите угол параллельно потоку, 184 случая совпадут. То есть скорость будет, да, мы по скорости, допустим, можем с вами четко сказать, значимый, незначимый стеноз, да, здесь нужна эндорторэктомия, здесь не нужна эндорторэктомия, то у 12 разница будет, но вывод останется тем же, а вот эти 6%, да, у 4 разница будет менять диагноз. И вот нужно задать себе вопрос. Если вот, допустим, вы, да, как мы себя как бы ставим в роли пациента этого несчастного, да, если вы один из этих 4, разве вы не хотите, чтобы вам все сделали правильно? Чтобы в отношении вас выбрали правильную тактику? Потому что если пренебрегать этим правилам и там, где нужно, не выравнивать угол, допустим, эксцентричный поток или извитый сегмент сосуда, вы не выравниваете угол параллельно потоку, и, допустим, вот пришли к выводу о том, что это не хирургический так называемый стеноз, здесь эндорторэктомия не показана, хотя это связано не с истинной гемодинамикой у конкретного пациента, а всего лишь с тем, что, ну, решили пренебречь и не запариваться, что называется, за угол доплеровский, то я думаю, что в отношении себя или своих близких вы бы сказали нет. Давайте вот мне максимально точно, пожалуйста. Поэтому помните об этом всегда. Что даже если говорят, что да, статистически недостоверно, 6% это крайне мало, но 4 из 200 могут попасть вот в ошибочные выводы к недооценке степени стеноза. Поэтому здесь в одном экране на этом слайде присутствует такой практический алгоритм. Можете сделать прям скрин себя. Алгоритм каждого измерения. Прежде всего, сэмпл, контрольный объем PW Доплера, помним, от 1,5 до 2,5 мм. Контрольный объем всегда располагается по центру струи. Угол 50-60 градусов держим стабильно вот в этом диапазоне, при условии, если у нас исследуемый сегмент нормальную геометрию имеет. То есть он не извитой, не деформированный. Да? Если поток строго параллелен сосудистой стенке. В случае, если поток не параллелен, если имеются какие-либо деформации, тогда выравниваем по цвету, по струе, стенотической струе, по эксцентрической струе, либо по, значит, углу деформации сосуда. Следующее, используем обязательно стир, то есть наклоняем рамку цветового доплера так, чтобы достичь оптимального угла. Тоже это базовые как бы правила, которые мы в принципе всегда соблюдаем. Измеряем пиковую систолическую скорость до стеноза и в стенозе, потому что обязательно нужно проводить расчет отношения скоростей. VR, Velocity Ratio. То, что я говорил, да, помним о том, что даже между производителями скорости могут гулять, что называется, у кого-то завышает, у кого-то занижает. Идеального прибора верифицированного прямо нет. Каждый прибор, он не проходит калибровку по точности измерения скорости. И поэтому, конечно же, опираться только на пиковую систолическую скорость не стоит.
по одной только пиковой скорости делать диагностические выводы. Обязательно отношение скоростей. То есть мы знаем, в случае даже если мой прибор, допустим, завышает скорость, то при этом отношение скоростей у одного и того же пациента на одном и том же приборе, да, оно не будет вариабельным. То есть мы же не измеряем, да, стенотическую скорость на Philips'е, допустим, престенотическую скорость на General Electric, тогда это не будет работать. Этот параметр потеряет какой-либо смысл. А мы на одном и том же приборе измеряем как престенотическую, так и стенотическую, пиковую систолическую скорость, рассчитываем отношение скоростей, получаем вот этот параметр, который он прям вот самый важный. Он намного важнее, чем пиковая систолическая скорость. Пиковая систолическая скорость здесь идет как надстройка, как дополнение. Основа это будет именно отношение скоростей. Ну и обязательно, конечно, вот смотрите, если вы имеете дело с каким-то патологическим случаем, то в этом случае важно сделать обязательно скрин, то есть, да, вот этот снимок сохранить в прибор, где будет и угол, и размер окна. И если пациент к вам приходит для исследования в динамике, допустим, вот ему там год назад в другой клинике или в вашей же клинике, но другой специалист, совершенно ваш коллега, проводил осмотр, и там, допустим, есть стеноз. Провели ему измерения, да, там вот выявили стеноз, рассчитали пиковую систолическую, конечную диастолическую скорость отношения скоростей, но вы же не можете знать, какой размер контрольного объема был на момент исследования. А вдруг ваш коллега сделал 3,5 мм или там меньше 1,5 мм, да? Это же тоже влияет на измеренные параметры. Поэтому лучше делать скрин и распечатать значит, с прибора, или где-то вы можете в отчете указать, что прям вот, да, по результатам исследования отчет составляем всегда, который мы отдаем пациенту, и вы там можете прям вот в комментарии, примечание указать, что, допустим, скорости потока измерены при, значит, размере контрольного объема 2 мм, доплеровский угол был скорректирован по потоку, стенотический поток эксцентричный, доплеровский угол при получении спектрограммы выровнен по потоку на уровне, допустим, 40 градусов. Вот так вот это будет звучать, чтобы и вы, в том числе и ваш коллега, и, возможно, даже в другой клинике, понимали, что да, действительно, вот вы подошли, так скажем, осознанно к этому пациенту, вы все сделали методически правильно и безупречно, и можно сравнивать вот свежее, что называется, да, сегодняшнее исследование с тем, что пациент получил при исследовании, допустим, годом ранее. Следующее. Нужно помнить о том, что стенты всегда выравниваем по струе, там уже не параллельно стенке, а вот всегда по струе. И используем не нативные, не скорости кровотока, не нативные, которые, да, вот не, так скажем, не в достентированных артериях, а вот именно есть так называемые стент-специфические cut-off. То есть вот эти параметры отсечки, вот эти вот, да, что называется, условно говорим, нормальные значения, отдельно для стентов присутствуют. То есть мы их используем, а не на те диапазоны, которые для нестентированных артерий используются. Поэтому такие важные моменты, на которых хотелось бы сделать акцент, которые, казалось бы, простые, но, как показывает практика, очень многими пренебрегают, и мы получаем совершенно, так скажем, противоречивые отчеты по результатам исследования. Поэтому
обратите внимание вот на эти моменты, которые мы сегодня подсветили. Обязательно указывайте в отчетах, очень критическое значение, напомню, особенно для сонных артерий имеет угол, так же как и для интракраниальных артерий и так далее. Поэтому обязательно документируйте это в ваших отчетах. Если нет возможности прикрепить скрин, обязательно, значит, желательно, да, все-таки делать скрин, где эти параметры, и прям вот выделить, так скажем, подсветить тоже вашему коллеге, какой угол и так далее. Но лучше, конечно, это включать в сам отчет. Это прям вот настолько вас покажет со стороны, как бы вы будете выглядеть максимально экспертно, что называется, безупречно. Я вот когда вижу подобное, да, ну, думаю, это просто вот настолько безупречно специалист выполнил исследование. Поэтому вот эти моменты, конечно же, нужно обращать внимание. Ну и, конечно, я думаю, что теперь понятно, не нужно зацикливаться всегда на скоростях, искать какие-то нормативы, особенно у детей, у подростков, где скорости вообще могут улететь далеко в космос. Не пытайтесь интерпретировать скорость. Вот есть такое правило в ультразвуковой ангиологии, то есть нам нужен комплекс признаков. То есть мы должны оценить и состояние морфологии сосуда. Есть, нет что-то в просвете, да, посмотреть при цитопотоковой визуализации, какой поток. Значит, и измерить скорость, и вот все это в комплексе только интерпретировать. Если вы видите, что сосуды абсолютно интактные, нет никаких, так скажем, предпосылок морфологических, то одну только скорость, конечно же, интерпретировать не стоит. Мы это тоже очень часто обсуждаем. И я варианты описаний вот в этих случаях приводил, что как в этом случае, так скажем, отписаться, да, для клинициста, потому что он же увидит, что скорости, ну там подросток пришел, у него там 210 сантиметров в секунду пиковая историческая скорость, да, как бы too much, да, очень много. Ну вот как это интерпретировать, как это грамотно донести до клинициста, я об этом тоже очень много рассказывал. Коллеги, если есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить. Если вот такие форматы небольших, так скажем, встреч вам заходят, откликаются, тоже дайте знать, мы тогда продолжим вот подобные форматы и будем дальше вести диалог по тонкостям ультразвуковой диагностики сосудистой системы. В целом, конечно же, я очень благодарен вам за участие в этом стриме. Желаю вам всего самого наилучшего. Не совершайте ошибок, совершенствуйтесь и растите в профессиональном плане. И в этом мы вам, конечно же, поможем и всегда поддержим. Большое спасибо за внимание.